Всем привет, с вами канал Mobily.s, и сегодня я рад представить вам обзор беспроводного велокомпьютера IGP Sport IGS-20E. Я его купил с интернет-магазина AliExpress. В ноябре 2019 года он стоил 2550 рублей. По нынешнему курсу это 37,31 доллар и 33,27 евро. Но сейчас, на момент начала июня 2020 года, он стоит уже 2730 рублей. Он стоит дороговато, но все равно за такие деньги это очень даже достойный вариант. Сегодня мы посмотрим его подробно. Я вам буду о нем рассказывать подробно. Покажу, как заливать тренировки на сайт Strava. И также покажу, как сбросить настройки на этом велокомпьютере. И постараюсь оставить ссылку на продавца, у которого я купил этот велокомпьютер, в описании под этим видео. До Уфы этот велокомпьютер доехал за 22 дня. В комплект, кроме самого велокомпьютера, также входит кабель micro-USB для подзарядки, а также передачи данных с этого велокомпьютера на ваш персональный компьютер, а также входит два крепления на руль. Одно крепление можно, например, для второго велосипеда, а первое, например, для электросамоката, скажем так. Крепление у меня стоит сейчас на велосипеде. Также опционально у продавца можно заказать такой чехол для велокомпьютера. Он сделан из силикона. Тряпочку для протирки самого велокомпьютера. И также там входит защитное стекло, чтобы не поцарапать дисплей. Также еще есть крепление тоже на руль, но он будет выведен отдельно, этот велокомпьютер, от руля. Это тоже можно в комплекте заказать вместе с велокомпьютером. Крепление, чехол, а также тряпочка вместе с защитным чехлом. Крепление велокомпьютера состоит из трех частей. Это такие две части. Вот эта часть, она прорезинена. Мы ее вот так вставляем, чтобы они были вместе. И также есть две резинки, тоже для закрепления. Мы крепим вот это крепление крест-накрест вот таким образом. Вот здесь натянули резинку. И также с другой стороны. Вот таким образом нужно закреплять такой велокомпьютер. Такое крепление, можно сказать. Дальше мы берем велокомпьютер. Смотрим здесь. Вставляем. Вот смотрим. Вставляем. И все. У нас велокомпьютер закреплен. Закреплен плотно. И в самом креплении он не болтается. В лицевой части велосипедного компьютера находятся две кнопки управления. Одна кнопка у нас отвечает за включение и выключение компьютера. Также этой кнопкой мы запускаем трек, а также ставим его на паузу. Здесь, кстати говоря, нет автоматической паузы. Правая кнопка у нас служит для того, чтобы переключать различные функции. Также, если удерживать эту кнопку, то мы можем изменить часовой пояс этого велокомпьютера. Крепление совместимо с велокомпьютерами Garmin. Здесь информация, серийный номер и модель. Также сайт. Кстати говоря, здесь отверстия для того, чтобы разобрать велокомпьютер, они запечатаны как будто клеевым пистолетом. Но самим пистолетом это, скорее всего, вряд ли сделать, потому что сложно сделать такие аккуратные отверстия. Как будто это делали иглой. Как будто иглой здесь заливали этот клей. Здесь находится разъем
microUSB. Так, мы его открываем. Здесь мы передаем данные, то есть тренировки наши, на сам компьютер. И заливаем их, соответственно, в Stravу или другие сайты, где можно это сделать. Но немножко кажется мне то, что резинка не очень надежная. Какое-то ощущение есть. Но надеюсь, она не отвалится. Наконец, включаем велокомпьютер. Он у нас работает по спутнику GPS, в то время как более дорогие модели могут работать не только с GPS, но и, например, GPS плюс GLONASS, а здесь только GPS. Соответственно, только американский спутник. Здесь показывается текущая скорость, сейчас она по нулям, местное время, его также можно настроить, точнее говоря, время настраивается автоматически, вы только настраиваете часовой пояс вашего региона. Дистанция за поездку показывается, также есть альтиметр. Альтиметр здесь барометрический, он как барометр, он измеряет давление воздуха, и по этому давлению воздуха он определяет высоту над уровнем моря. Я, конечно, не смог понять над уровнем какого моря, там Балтийского океана или какого-либо другого, или даже Тихого. Также здесь показывается статус GPS, то есть когда уже показывается такая тарелка, то значит все, уже можно ехать и запускать трек. Также здесь есть такой кружочек, он показывает у нас запись трека. Когда он мигает, это означает, трек записывается, а когда он просто горит, это означает, сделана пауза трека. Например, вот сейчас я нажимаю, один раз нажал, он мигает, это означает, вы уже все, запустили трек, включили поездку. Также нажимаем сюда, и уже поставлена пауза этой поездки. Переходим дальше. Здесь у нас уже показывает среднюю скорость, время в пути в рамках этой поездки вашей. Также одометр. Это всего ваш пробег. Это общий ваш пробег. Также чуть ниже показывает градиент. Это уровень подъема. Минус это у нас спуск, а если показывает значение выше минуса, это означает подъем. Тоже интересная штука. Кстати говоря, одометр можно сбросить только по сбросу всего велокомпьютера, то есть сбросить настройки к заводским. Чуть позже я покажу, как это сделать. Переходим в последнее меню, у нас показывается дата, число, месяц, год, а также текущую температуру 25 градусов. Показывает только Цельсия и никаких Фаренгейтов. Чуть ниже показывает количество ваших сожженных килокалорий, хотя понятия не имею, как он это пересчитывает, потому что в него никак нельзя забить ваш вес и рост. То есть вообще непонятно, как считывает килокалории. Ну вот, все три меню мы посмотрели. По сути говоря, у этого велокомпьютера даже за цену в 2730 рублей, то есть нынешняя рыночная цена, даже за такую цену нету конкурентов у этого велокомпьютера. По крайней мере, в России за такую цену вы все-таки нормальный велокомпьютер с GPS, имею в виду именно с GPS, а не с беспроводным датчиком, вы, скорее всего, не найдете за такую цену. И также я расскажу про немного вкусовщину, на мой взгляд, потому что я обращаю внимание на шрифт велокомпьютера, на шрифт, как оно отображается. Вот в остальных велокомпьютерах, сейчас я вставлю картинки, найду цифры какие-то вытянутые, растянутые, сжатые, там вообще хрен пойми как. А здесь нормальные цифры, то есть нормальный шрифт. Ничего не перетянуто, все выглядит приятно.
Вот этим тоже мне нравится этот велокомпьютер. Сейчас я вам покажу, как загружать с велокомпьютера тренировки на сайт strava.com. Мы уже зашли на этот сайт. Теперь выключенный велокомпьютер мы подключаем к ПК. Теперь дальше мы включаем сам велокомпьютер. Вот, все, доступ есть. Открываем его. И теперь у нас видно, сколько памяти у этого велокомпьютера. Почти 8 мегабайт. Это примерно хватает на 90 часов поездки. Открываем IGP Sport, Activities. И тут все наши записанные тренировки. Теперь заходим на сайт Strava. Наводимся на пиктограмму плюса, нажимаем «Загрузить тренировку», выбираем файл, мы отсюда заходим, как я показывал уже, выбираем нужную тренировку и нажимаем «Открыть». Они, кстати, записываются в формате .fit, формат от AutoCAD, он, по крайней мере, так показывается. Называем нашу тренировку как угодно. Пускай будет так. Здесь мы можем поставить различные метки. Тип заезда выбрать, а можно и не выбирать. Тип тренировки можно выбрать. Название мы уже написали. Велосипед можно выбрать, который вы добавили уже в Stravе. Описание. Можно написать здесь все, что угодно. Здесь ограничивается лишь символами и вашей фантазией. Здесь усилия воспринимаемые. Здесь мы можем выбрать усилия, которые вы испытывали. Сделаем, например, вот так. Здесь можно настройки доступа смотреть и менять. Показывается здесь дата, пройденное расстояние за поездку, чистое время и набор высоты. Сколько вы набрали высоту за одну тренировку. Нажимаем «Сохранить» и «Посмотреть». Все, готово, тренировка загружена. Также я говорил о том, что здесь высоту нужно исправлять. Здесь у нас есть высота, нажимаем на нее, «Исправить высоту». Затем нажимаем кнопочку F5, обновляем страницу, и у нас уже показывается более правдоподобная высота. Также чистое время и дистанция. Дистанцию тоже можно исправить, но на самом деле в моем случае в этом нет необходимости. Рассчитывается примерная мощность и расход энергии. Также показывается средняя скорость ваша, максимальная скорость, сожженные калории, температура средняя 24 градуса и ваше время со всеми стоянками, которые вы делали за поездку. Усилия. Дальше показывает ваше устройство, откуда вы записывали, IGP Sport IGS20E, наш велокомпьютер, а также велосипед, который вы выбрали. Кстати говоря, эту надпись я не знаю, как убрать. Здесь участки показываются. Чуть ниже еще карта вашего маршрута. И когда вы делаете паузу на велокомпьютере, этот отрезок, там где пауза, он практически не считается. Вот, например, здесь мы поставили паузу, и здесь мы ее убрали. Но это так оно и есть. И этот отрезок, он никак не считается. Вот имейте это в виду. Вот недавно я пытался на светофорах ставить паузу. И с тех пор я больше не ставлю паузы, потому что бывает ты едешь и забываешь убрать из паузы. И, короче, этот трек бывает то, что просто засран. То есть испорчен. Поэтому паузу ставлю тогда, когда я
отдыхаю где-то 5 минут. Или хотя бы 10. Вот так записывает трек. Мне еще показалось то, что в пасмурную погоду записывает немножко плоховато. Но, по крайней мере, сигнал в пасмурную погоду находится немножко дольше. Ищет сигнал GPS немножко дольше. Вот точка старта и точка финиша. Также можем посмотреть перепады высот. Дальше смотрим наши участки. Можно посмотреть время. И, к сожалению, функционал немножко урезали. Здесь можно было смотреть прогресс. Когда вы проходите этот участок 2 или 3 раза, то показывается время 3 раз. Например, 3 раза проехали и показывается прогресс. Но сейчас этого нету, к сожалению. Конечно, печально немножко то, что пользователей Стравы переводят на платную подписку. Практически насильно, урезая функционал. Дальше заходим в анализ. Заходим в раздел «Анализ». И у нас показывается скорость, примерная мощность и температура. В этом велокомпьютере нету поддержки Bluetooth и технологии ANT+, то есть нету поддержки ANT+, там, где можно подключить датчик каденса, пульсометр. То есть, когда вы это подключите, у вас будет показываться здесь не только эта информация, но еще и пульс. И также нельзя подключить датчик скорости. Можно выделить здесь участок и его детально рассмотреть. При желании, конечно же. Вот, все загрузили. И, кстати говоря, буду рад каждой подписке на свою Страву. Для того, чтобы сбросить настройки на этом велокомпьютере, надо в выключенном состоянии этот велокомпьютер присоединить к вашему персональному компьютеру по кабелю microUSB. Затем мы включаем велокомпьютер, один раз нажимая на левую кнопку. Затем мы нажимаем сразу две кнопки, левую и правую. Нажимаем до тех пор, пока на экране не появится надпись FA. Затем эта надпись исчезнет, можно отжать эти кнопки, и у вас тем временем сбросится пробег ваш на одометре, и также сотрутся все тренировки, которые были на этом велокомпьютере, и собьется часовой пояс, если вы его настраивали. Вот таким образом можно сбросить до заводских настройки этого велокомпьютера. Как видите, все довольно-таки просто. Чуть не забыл вам сказать о том, что этот велокомпьютер имеет батарею в 500 мАч, если я не ошибаюсь, и производитель указывает то, что эта батарея может работать в работающем режиме 25 часов без подсветки. Ну, на самом деле я немножко сомневаюсь насчет 25 часов. Но в принципе где-то около 25, скорее около 20 часов он скорее всего держит. Часов 18, 19, я думаю, все-таки он держит. В конце хочу сказать о том, что велокомпьютер IGP Sport IGS-20E, он оставляет положительное впечатление. Разве что могу придраться к тому, что он не очень ровно записывает трек, и придраться к тому, что альтиметр бывает врет. Бывает неправильно показатели показывают у альтиметра. Также, когда вы с велосипедом переходите через подземный пешеходный переход, сигнал GPS может немного пропадать на короткое время. Но когда вы выйдете из этого перехода, то сигнал восстановится. У этого велокомпьютера есть автоматическая подсветка, когда начинается закат. Он это определяет по спутнику, и в это время он включает
свою подсветку. Подсветка у него такого, я бы сказал, белого лунного света, особо не бросается в глаза. Я помню, у меня был один велокомпьютер с зеленой подсветкой, и все-таки этот IGP Sport, у него подсветка все-таки, так сказать, посолиднее, что ли. Также не стоит забывать о том, что у этого велокомпьютера нету поддержки Wi-Fi, Bluetooth, и также нету поддержки ANT+, то есть вы не можете подключить пульсометр, датчик скорости и датчик каденса. Это все вы не подключите на этом велокомпьютере никак. Даже с ценой в 2730 рублей вы, по крайней мере, в России не найдете велокомпьютера, который будет лучше, чем этот. По крайней мере, я пытался искать, но я не нашел этого. Может быть, будет такой где-то через 2 года или 4 года. Может быть, через лет 10. В общем, я хочу сказать о том, что этот велокомпьютер для новичков и велосипедистов-любителей это просто очень достойный вариант. Именно этот велокомпьютер. Я пока что альтернативы для себя не нашел этому велокомпьютеру. С вами был канал Mobily S. Всем больше денег, всем удачи и всем пока!